Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Тибуев Владимир, и я снова рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня я продолжу свое исследование черных дыр в рамках борьбы с научными фейками. Сегодня я препарирую черную дыру и расскажу и покажу, что находится в ее внутренностях. Я не буду рассматривать различные взаимодействия электромагнитных полей, эффект вращения черной дыры. Для меня это не особо интересно. Для меня важна сама суть, для чего черная дыра нужна, какая ее цель и что там происходит внутри. Но для того, чтобы полностью понять, о чем я буду рассказывать, вам желательно поставить это видео на паузу и посмотреть мое нудноватое полуторачасовое интервью про темную материю, получить теоретическую базу, иначе большая часть моих рассуждений будет вам попросту непонятна. Так что ставим видео на паузу, смотрим и возвращаемся сюда. Ну, либо не смотрим, мне пофиг. Итак, беру первую попавшуюся черную дыру. Они почти все по сути одинаковые. Разрезаю ее пополам, чтобы была видна компактная сердцевина. Первой областью исследования будет область от достаточно большого удаления и до горизонта событий. Эта область характеризуется увеличивающейся гравитацией, под воздействием которой искривляется пространство и время. Визуализирую это искривление. Зеленым цветом показано искривление пространства, то есть гравитация усиливается по мере приближения к горизонту событий. Красным цветом показано не искривление времени и не замедление времени. Время это совсем другое. А визуализируется состояние персонального вектора времени тела при падении в черную дыру. Он укорачивается. Для тех, кто не знает, понятие искривленное пространство имеет строго математическую трактовку, введенную Эйнштейном для удобства расчетов и визуализации. Никакой физической кривизны и реального искажения пространства, конечно же, нет. Вторая область исследования – это сам горизонт событий. Его я показал белым цветом. Видно, что при достижении горизонта событий произвольному телу еще есть куда падать, но его персональный вектор времени уже стал нулевым. Это значит, что время продолжает воздействовать на это тело, тащит тело по его временному следу в будущее, но само тело при этом не стареет и не изменяется, все процессы в нем остановились. Как мы выяснили в первой части видео, этот факт не мешает телу свободно перемещаться в пространстве и падать далее за горизонт событий. Никакого залипания в пространстве на поверхности горизонта событий при этом не происходит. Упрощенно говоря, горизонт событий – это некая сфера вокруг центра, в которой плотности гравитации достаточно, чтобы не выпускать за ее пределы движущиеся частицы любой скорости, даже максимальной, то есть скорости света. Никаких других волшебных эффектов эта сфера не представляет. Тело даже не заметит этого пересечения. Да и как оно может это заметить, ведь личное время этого тела нулевое. Третья область исследования – область ниже горизонта событий. Это самая загадочная область черной дыры. Каких только фантастических версий я не наслушался, что там якобы внутри происходит. Не буду перечислять эти версии, сами посмотрите на ютубе, если интересно. А происходит там вот что. А ничего там не происходит. Удивил я вас? Тело, падая ниже горизонта событий, будет подвержено все более уплотняющейся гравитации, причем персональный вектор времени тела будет также нулевым. Никакого волшебства с телом, его прыжков во времени или в пространстве не происходит. Это очередной фейк, пощекотать воображение далеких от науки людей. Ну как же, скажут близкие к науке люди, посмотри, что показывают решения уравнений Эйнштейна. После пересечения горизонта событий с временем получается неразбериха. Оно может, ну вернее хочет, стать отрицательным, а в центральной точке черной дыры масса может стать отрицательной и попытаться выпрыгнуть из белой дыры в прошлом, будущем, в другом измерении или даже в другой вселенной, так как время и пространство ведут себя неправильно. Да, уравнения это показывают, все верно и правильно. При определенных условиях возможны именно эти результаты, но, не зная сути происходящих процессов, можно сделать, но и делаются, неверные выводы. Кто знаком с моей новой космологической теорией, знают, что основная цель и смысл существования любой черной дыры – это поглотить побольше массы и попытаться перебросить ее по мосту Эйнштейна-Розена,
то есть поменять спин ее массы и персональный вектор времени на отрицательный. Но так как материя имеет почти бесконечное сопротивление к такому переходу, этот процесс не происходит. А происходит он только в одном случае, в той самой вселенской черной дыре на краю временного отпечатка нашей умирающей Вселенной. Я уверен, что если в уравнение общей теории относительности подставить условия бесконечной массы, бесконечной температуры, бесконечной гравитации, ну или что там в этих уравнениях подставляется, сами себе представьте, что там надо подставить, когда вся Вселенная сольется в одну точку и получатся почти бесконечные параметры уравнения. И в этот момент произойдет тот самый щелчок, про который я рассказывал в интервью. Происходит переход всей массы через мост Эйнштейна-Розена, при этом вся накопленная масса поменяет свой знак и персональный вектор времени на обратный. Время, заглавной буквы, в этот момент делает свой отскок и тоже меняет направление движения. Поэтому решения уравнений Эйнштейна и дают такие противоречивые результаты, но единственно правильное решение только одно – это решение щелчка. Это единственная и конечная цель черной дыры. Других волшебных сценариев с путешествиями во времени, пространстве, в другие измерения или в другие вселенные не предусмотрено. Это все фейки. Четвертая область исследования – это сам центр черной дыры. Я теперь подробно расскажу про точку сингулярности. Сколько научных передач я не смотрел, все ученые хором говорят: мы ничего не знаем про эту точку. Я сниму завесу тайну для моих зрителей. Любое вещество, попадая в черную дыру и достигая центральной точки, не может существовать там в виде материи. Любые массовые частицы, протоны, позитроны, кварки, нейтрино, ну и так далее, переходят ближе к центральной точке черной дыры в энергетическое состояние, в излучение, то есть самый элементарный вид энергии. Это происходит из-за градиента гравитации, та самая спагеттификация, но на субатомном масштабе. И это не голословное утверждение, сейчас я докажу это. Вот мой расчет, который показывает, что атом железа, я его взял как самый устойчивый к разрыву, полностью разрывается на фотоны в радиусе 4,13 см от центральной точки черной дыры массой 5 солнечных. Кому не лень, перепроверьте, пожалуйста, мой расчет, может я где-то ошибся. Безусловно, это приблизительный расчет, так как любое тело при достаточном приближении к черной дыре последовательно сначала растягивается, затем разрывается на мелкие составляющие частицы, затем его атомы будут разорваны на простейшие компоненты типа протонов и нейтронов, потом кварков, ну и так далее, а уже только ближе к центру и на базовую основу всех частиц – излучение в виде фотонов. Учитывая, что от моего рассчитанного радиуса до точечного центра черной дыры еще целых 4,13 см и гравитация увеличивается квадратично расстоянию по мере приближения к центру, это более чем достаточно, чтобы разорвать любые субатомные частицы на излучение. Чуть-чуть расскажу про излучение. Излучение – это электромагнитная волна, энергия которой характеризуется длиной этой волны. Чем короче волна, тем энергия выше. В центре черной дыры материя хранится именно в этой форме. Теперь представим, в каком именно виде хранится это излучение. Для меня пока под вопросом, как именно оно хранится в центральной точке. Фотон либо продолжает двигаться по какому-то сверхмалому радиусу, либо залипает ровно в центре, кувыркаясь вокруг своего центра. Это надо дискутировать и строить мат-модели. Как мы знаем, любой фотон имеет нулевой персональный вектор времени, то есть, несмотря на перемещение в пространстве, он не может измениться с течением времени, заглавной буквы. Поэтому, попадая в черную дыру, гравитация ничего не может сделать с его персональным вектором времени, не может укоротить его, так как он и так нулевой. Поэтому происходит несколько другой процесс. Попадая в точку сингулярности под воздействием чудовищной гравитации, длина волны фотона укорачивается. Можно сказать научным языком, черная дыра – это натуральный антиэнтропийный механизм Вселенной. Тот, кто понял, молодец. Я провел небольшой расчет в продолжении истории разрыва атома железа на фотоны и что с ними происходит дальше. Вывожу расчет на экран, поставьте на паузу и посмотрите, не торопясь. Понятно, что чем массивнее черная дыра,
тем более энергичные фотоны в ее центре. Предел длины волны этих фотонов равен нулю. Звучит почти нереально, но это как раз и есть тот самый момент того щелчка, про который я рассказывал в своем интервью. Когда в эту переполненную чашу вселенской черной дыры попадает последняя капля в виде последнего фотона нашей Вселенной, происходит удивительный процесс. Длина волны всех собранных фотонов одновременно переходит в нулевое значение и выходит в отрицательное околонулевое значение. Это как раз и есть тот самый загадочный переход моста Эйнштейна-Розена, тот самый щелчок со всеми последствиями. Смотри мое интервью, не хочу повторяться. Если вы помните, я задавал вопрос, чем отличается наш фотон от обратновременного. Вот и ответ. То есть не материя меняет спин своей массы на отрицательный, как я раньше думал. Нет такого переключателя. Сама энергия меняет свой знак. Теперь подробности этого загадочного перехода моста Эйнштейна-Розена для меня лично полностью раскрыты. Конечно, смена знака энергии никак не явилась бы причиной разрушения черной дыры и выброса накопленной энергии. Она так бы и осталась стационарной, если бы не одно большое «но». Как мы знаем из моей теории, в момент перехода энергии черной дыры в отрицательное состояние, она меняет свою гравитацию на отрицательную, но при этом и само время заглавной буквы делает отскок в противоположное направление. В одной точке пространства пересекаются две разнополярных массы, и новорожденная масса натыкается на свой же временной след. Чудовищная масса энергии, которая недавно поменяла свой знак, теперь идет в будущее вместе с временем и начинает отталкиваться от не менее чудовищной антимассы энергии, теперь уже белой дыры в этой же точке пространства. Происходит невероятно быстрое расширение пространства и массы. Кто пытался узнать, что происходило в момент возникновения новой Вселенной? Вот вам и ответ. Новорожденная масса состоит из фотонов сверх высоких энергий с длинами волн практически равными нулю. Неудивительно, что в области пространства с такими высокими энергиями происходят интересные события, постоянные рождения и разрушения различных элементарных частиц и античастиц. И все это варится в расширяющемся пузыре пространства, расталкивая его непроницаемую границу. А подталкивает это все вселенская белая дыра в центре этого процесса, у которой персональный вектор времени отрицательно нулевой, и под воздействием времени все ее события для нее начинают отматываться назад. С течением времени пространство продолжает расширяться, энергия теряет свою плотность, да и сама энергия фотонов снижается благодаря постоянному процессу рождения и разрушения элементарных частиц. В определенный момент этот процесс стабилизируется, частицы будут рождаться, а энергии вокруг уже будет не хватать, чтобы их разрушить. Я думаю, теперь, зная весь процесс, физики могут точно описать его математически и определить временные интервалы всех процессов, начиная от появления первых фотонов с околонулевой длиной волны и до образования первых элементов, а не гадать на кофейной гуще, как они это делают. Ну, а дальше уже идет все по классическому сценарию. Появляется первый водород, гелий, ну и все остальные процессы и события с этим связанные. Вот в принципе и все, что я хотел рассказать про черные дыры. Как теперь стало понятно, вокруг черных дыр накручено очень много фейков, но это самый заурядный объект Вселенной, хотя и очень опасный. Согласно моим расчетам, черная дыра массой 5 солнечных уже за 3,4 миллиона километров создает разницу сил притяжения в 500 килограмм между головой и ногами среднего мужчины ростом 180 сантиметров и массой 80 килограмм. А так как тело человека не приспособлено к спагеттификации и не может растягиваться как мистер Фантастик из фантастической четверки, то его будет банально рвать на куски. И в радиоэфире мы услышим истошный предсмертный крик неудачника, падающего в черную дыру в поисках волшебного портала в другие измерения. Правда, крик будет не очень долгим. Шансов добраться живым до горизонта событий черной дыры 0. Хотя и непонятно, зачем это делать, ниже него все равно гарантированная смерть. В случае с черными дырами очень большой массы
а фейковые ученые говорят, что тогда будет типа все окей с падающим придурком. Сценарий тот же самый, но неудачника разорвет на куски на гораздо большем расстоянии от черной дыры. Мой вам совет: поменьше слушайте фейкогенераторов с астрономических YouTube каналов, а учите физику и перепроверяйте их пустую б***ю. Чудеса могут быть только у финальной вселенской черной дыры, когда она перекинет всю накопленную массу, в виде энергии, по мосту Эйнштейна-Розена в отрицательное состояние. И еще хочу коротко упомянуть про шумиху с магнитным полем черной дыры. Внутри черной дыры не могут существовать никакие объекты, создающие магнитное поле. Любые заряженные частицы разрываются на фотоны и присоединяются к своим коллегам в центре. Наличие магнитного поля говорит лишь о том, что в данный момент черная дыра питается. Сама она создавать магнитное поле не может никак. С разбором черных дыр все. Делитесь видео с любителями астрономии, науки и вселенских тайн. Не забывайте ставить лайки для продвижения этого видео и пишите длинные комментарии. Как я уже говорил, мне отказали в публикации в научных журналах, поэтому свою работу я размещаю в YouTube. Все, о чем я сегодня рассказывал, это долгий, кропотливый аналитический труд, моя интеллектуальная собственность. Прошу не забывать об этом, если вы будете использовать мои теоретические наработки в своих целях. Пожалуйста, делайте ссылки на меня или мое видео в таком случае. В описании к видео оставляю реквизиты банковской карточки для финансовой поддержки. Как вы, наверное, заметили, я не занимаюсь на своем канале пересказыванием многочисленных чужих теорий под красивые мультики за лайки, а представляю свои. Донаты от обычных обывателей меня практически не интересуют, я сам зарабатываю себе на жизнь. Меня интересуют меценатские взносы от людей, которым пожертвования на науку в моем лице в размере 1, 5 или 15 лямов российских денег не составят затруднений, чтобы я не тратил время на работу, а полностью сосредоточился на науке и инженерных разработках. Более предпочтительный для меня вариант, чтобы этот меценат обеспечил мой переезд в цивилизованную страну, желательно США, с получением гражданства и финансовую поддержку на первое время. Уверяю, мне есть что предложить цивилизованной части человечества. Эти затраты гарантированно окупятся. Ну все, всем пока, до новых встреч.